Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Джек. Мы с вами продолжаем, я с вами продолжаем прохождение Calvino Noir. В прошлой серии мы, в общем-то, помогли одному человечку сбежать. Так что он дал нам информацию кое-какую, и сыска отправился туда вместе со мной, потому что наш герой, он отказался от всего этого. Давайте я дам обоим. Значит, вот так вот прокачаю вот это вот. Так, мышку уберу, чтобы можно было увидеть более-менее красивое название. Ну да, тут 3 акта. Так, в актах по очень довольно мало глав. То есть в первом вроде 4 главы, или 3, во втором тоже вроде 3, и в третьем только вроде 2 акта. Ну то есть очень быстро пройдет всю игра, говорится. Is he coming? Anna's question fades unanswered in the darkness. Siska meets his gaze with a solemn shake of her head. So, we have to do this without him. Maybe if we wait a little longer. It wouldn't make a difference, he's not coming. A simple question of money. He wants more, I have nothing left to give to him. He figures he's in the clear with Rondane now that Ignatz won't link him to the town hall documents. Sadly, I cannot say that I'm surprised. It's just that I hoped for more this time. After everything that happened during those first few days of peace, I think he just wanted to protect himself. Not caring was a sensible choice. Now, the habit has become the man. Have you known him for a long time? Since the last days of a war which destroyed more than we can ever rebuild. Wilt was on the run from his regiment after killing a senior officer. A spat over a woman, a girl. One morning my unit swept through a small town near Passau, foolishly hoping to find supplies amongst the ruins. Instead, I found Wilt, starving and alone, hiding from the world and delirious from exhaustion. You didn't kill him? I knew he was not one of ours, but something about his pathetic and weary eyes. I hesitated. I too deserted, and we survived together somehow in the rubble for a few months. Not long after that, peace came. А вообще бы, наверное, их бы расстреляли, если бы поймали бы за дезертирство. Все же, если игра немножко рассказывает историю реальной войны из реального мира, то за вот такие вот действия могли и расстрелять, в общем-то, в некоторых странах, потому что это считалось военным преступлением. Сейчас за такое, скорее уж, сажают в тюрьму на несколько лет, даже вроде по жизни, на всю жизнь, короче. А в то время, в более такие вот старые времена, за такое могли и расстрел сделать или отправить в какой-нибудь лагерь. То есть судьба не очень-то была бы благосклонной. He didn't go home afterward? Wilt cannot go home. The hangman's noose awaits him back in London, and he knows it. Не расстрел, но вот скорее самого повешения, расстрел, то есть оба уже ждала казнь за то, что он He lives like the lost exile he is. Forever temporary in a place that he doesn't understand and which doesn't want him. He tried swapping Vienna for Turin once. It made little difference. He was back here after only a few months. I was tough on him earlier. If you're worried you upset him, I wouldn't waste your time. He doesn't let much get to him anymore. Now we should move. Теперь мы немножко больше о нем узнали.
что немножко сломленный человек, прошедший довольно долгий путь. И насчет девушки, это скорее вопрос следующего характера. Это не вопрос, как кто влюблен в какую девушку, а скорее вопрос в том, что, возможно, офицер хотел использовать какую-нибудь, девушку, которая из страны, на которую они нападали, да, или нападали, в общем, которые воевали, хотел использовать для своих нужд. Такое в войнах тоже иногда случалось, что возможно, что кто-то из сторон могли использовать женщин для удовлетворения своих нужд, серьезных нужд. И вот это как раз таки оно то самое. То есть это такая, в общем, моральный принцип, то есть сделать как офицер, офицер сказал, или поступить по совести. Так. They'll never win. We must not quit. Do you mind? What is it? Я только Сиско управляю, то есть он просто за мной следует. То есть он, сейчас не игровой, он для меня просто как NPC. Блин. Big problems. Вижу блеск монеты. Smoke bellows from the colossal lip of the cooling tower. The stirrings of some steel titan echo from the cavernous chamber below. Keep going. We need to find access to the lower levels. Так, если Уилд не появится здесь вообще в этом миссии, то надо проходить, конечно, очень осторожно. То есть без всех вот этих вот поимок. Arno spits roughly, his throat coated with soot like bitter black chalk. Cold chimney silhouettes lurk in the smog, a thin forest of burned and barren tree trunks. Whatever is inside, it's not a small-scale operation. The factory appears to have its own source of power. They'll never win. Я надеюсь, тут нет такой проблемы, как было до этого, что я так свечу фонариком, и кто-нибудь на других этажах может меня увидеть. Ладно, если крыша, здесь, конечно, вот эта вот часть, это скорее... Ладно, если она сама по себе, типа, прозрачная. Now and then, human voices echo throughout the metal shafts connecting the lower levels. We should be careful. It'll be harder to deal with any guards now that Wilt isn't around. Точнее, надо проходить очень медленно. Я пройти не могу, да? Мне бы это помогло. Включу на всякий случай. Так, вроде никого нет. A cacophony of whirring, hammering, and drilling reverberates down the factory's corridors and air shafts. Some of this reminds me of an automobile plant. But the dimensions of the components suggest something much bigger and heavier. Так, и насколько тяжелая? Представление всего этого.
Я ни разу не видел способа спуститься сейчас вниз. Понимаете, они вот поднялись как вверх, все. Я The способа squeal вниз from nearby спуститься не нашел. loudspeakers pierces the din. Moments later, the factory noise has receded. The tannoid transmits a sharp intake of breath. After a half-second pause, the speaker begins. Day 264 of Project Night Shift announcements will be followed by a special message from Mr. Baynor. Announcement. Throttle service disruption has been resolved. Maintain second-order targets of 6 completed units per week. Announcement. Quality must be assured. A cartridge failure rate of 2% is unacceptable. Announcement. Testing safety is paramount. Report cartridge leaks immediately. Assembly line fatalities must be reduced. Гильз. Announcement. All workers to down tools for a special message from Mr. Baynor. I would like to reassure our workforce that despite recent reports of abuse of our technologies, Rendane products are only distributed to trustworthy clients. Гильз. Гильзы — это те самые, которые и вставляются в оружие, автоматы и в особые пушки. Your work is essential for the continued safety of resident populations. Our products are bringing about a world in which war will be impossible. Only Rendane technologies can offer the required deterrent to would-be attackers and saboteurs. Consequently, I am delighted to announce that we will soon be upgrading production lines to deliver the next generation Mark II Peace Enforcer Ну да, unit. это, похоже, очень серьезное оружие будет. Unscheduled announcement. Intruders detected. All security personnel to the northern assembly halls. The tannoid clicks off, and the approach of hurried and tense voices follows immediately. Siska looks to Arno to quell her panic, but finds only her own dread reflected in his frantic breathing. Да. Вообще, как нас поймали? Интересный вопрос. Ну, то есть, как они могли узнать? По идее, они передвигались по высоким вот этим полям, очень высоким. Кто их мог там заметить? Arno stirs to the rasp of a dead bolt against a corroded steel door and opens his eyes to a cramped, unlit room. Siska lies inert on a bench in the corner. Even for a street kid, a blow like that will take a few hours to recover from. The heavy door swings open, and the room floods with light. Squinting, Welcome to our facility. Though uninvited, we are not at all displeased to host you. As for your friend, the third one, is he also creeping about upstairs? Siska has come to her senses, and with effort, sits up as she listens to Torvik's confident voice command the small space of the holding Tracy? chamber. Not very talkative, I see. I guess we have here the young firebrand, Siska, and the wily old engineer Arno. Ignaz had described you as an older man. Ignaz? I thought you had left Vienna. Oh, he tried. No doubt with some degree of help from you. He almost made it too. We apprehended him and his child in Gorizia. Anyway, we aren't here to gossip about Ой-ой. others. А вот это уже серьезные проблемы. Are they alive? My dear, what do you take us for? We are in the business of hearts and minds, and the corpse will offer Да, us конечно, neither. в вашем деле, конечно. Подумаешь, до этого вы его шантажировали и избили. Да, конечно. Ну, не своими руками. Наняли. Ну да, конечно, вам важны сердца и души. Вот прям такой... What purpose does this secret facility serve? О, We make no secret of it, old man. We are proud to be one of the world's leading producers of peace enforcement technologies. принуждению.
The war left some terrible scars. I think we would all agree. Many unfairly blamed the conflict on the technologies used. They wanted to destroy an essential and honest industry. Ну, скорее уж за гонку вооружений и желание людей к большей власти и, в общем-то, большим возможностям. Luckily, one way or another, these idealists were defeated. Now, we understand that the only way to safeguard peace is to always be ready for war. Подожди, ты хочешь сказать, что, по идее, вы сейчас создаете оружие, чтобы если снова будет война, дать кому-то это оружие или использовать самим, чтобы ее вот закончить? Разве идея миротворчества не в том, чтобы сделать так, чтобы не было войн? Или это как запугивание? О, сколько идей. You build weapons? Да-да-да. We don't build Arno. Our work operates on a higher level. We create Да, fear. значит запугивание. То есть они... Perfect productive fear. Да, это запугивание. То есть они сейчас создают такое оружие, которое может показательное. То есть они, например, показывают на каком-то пример и говорят, у нас такого есть просто дофига. И это принуждение запугиванием тому, что к единому порядку. Но свобода здесь не пахнет, кажется. Only fear is powerful enough to deliver us along the route to peace. It is our most prized ally. I gather that you yourself have extensive experience in this field, Arno. We are all aware of the wonderful work you did as part of the Battlefield Technologies unit during the war. I did not choose where my skills were put to work. Before the war, I was happy as a medical chemist. We could use your expertise round here. Think about it. Anyway, I have some other duties to attend to now. We'll continue our talk later. With those words, Torvik is swiftly out of the door, leaving Siska and Arno once more in darkness. With the sound of his footsteps receding, Siska becomes acutely aware of her throbbing head pain. I've heard enough from Torvik by Noir for today. Let's get out of here. Siska slips a hairpin from the sole of her boot and sets to work on the rusty lock of the airshaft cover. Takes her less than 60 seconds. My, impressive. We should leave via the roof. Wait, if what Torvik said is true, we can leave this factory of death intact? I don't see any other option. I know better than most what these machines will be used for, Arno. The beginning of every battlefield horror has its roots in a place like this. When you look upon it, you see only steel levers, copper wires, and rubber handles. But I see something different. I see ripped and flayed flesh, scattered like meat in the streets. I see it all, Arno. The swollen eyeballs, the shattered fragments of bone, the rotten pulp of guts tangled in barbed wire. I cannot leave while this place continues to function. We must destroy this facility. I spent all my life designing things to work well. I suppose it shouldn't be too hard to do the opposite for a few hours. Let's move before I change my mind. Так, кто-то ушел. Мы спускаемся вниз. Давай, за мной. Топ-топ. Меня больше волнует, кто третий. Уилл все же пришел или это кто-то другой? И меня волнует следующий вопрос. Так, здесь несколько мест. Нет, не ты. Пускай Арно спрячется. They'll never win. Да-да-да. Это я что-то не предвидел. Такое вот происшествие. Я что-то не предвидел такое.
Пускай он тут остается. А выше можно подняться? Можно подняться выше. Я не понимаю, как это работает. Почему? Я нажимаю, она не подходит, не берет. Надо вот так вот. Так, короче, это там заходит. Я там фонарик видел. Точно, кажется, что видел фонарик. Ага. Откуда я тогда видел фонарик? А вот и ответ на мой вопрос. Вот это большие уже проблемы. Через двери они вроде не просвечивают. Сейчас наверх. Блин, я сейчас такой в жопе.
Мысленно, наверное, я теряю несколько лет своей жизни. Такими цыганскими фокусами. Такими вот цыганскими фокусами я теряю, кажется, пару лет своей жизни. Это, мой друг, цыганские фокусы. Там бы еще, конечно, проверить. Там закрыто вот. Не пройдешь. Блин. Вот там вроде есть что-то. Миленько. Ладно, дальше посмотрим. И сюда отправим двоих наших героев. Я не знаю, как обследовать верхние вот эти вот, получается, комнаты. Соображаем на двоих, время не резиновое.
Чё, ловите нас. A dense network of conveyor belts moving in stops and starts ferries metal components about the cavernous assembly room. And there the workers tinker with the items during intervals. Ну да, там, короче, не подняться, только тут. Хорошо, тут даже летело. Я понял. Постой. Погоди. Не топись, паровоз. Нет, не так. В песне появится. Короче, та же фишка, то есть надо дождаться, когда этот... Молодец, красота просто. Вот жалко, что тут нет такого быстрого поднятия. Ну, более такой быстрого поднятия по лестнице. Я бы не отказался от такого. I believe they're manufacturing their own vehicles to transport and launch the sulfur trioxide cartridges we saw in the distillery. This upper deck houses a central assembly computer, the master control over... Arno surveys the large computer unit before scanning the room for other equipment. He observes a smelting furnace on the lower deck of the workshop. It's big, but maybe we can load the mainframe computer into the crucible on the lower deck. If we can figure out how to ignite the furnace while the computer is inside, we could completely halt all production. What about the workers? I want to destroy this place, Arno, but I'm not going to murder people in the process. It's a difficult decision. Maybe we could trigger an evacuation alarm first. Holt came up with that trick a few days ago. Ну тут мы с вами закончим. Кстати, почему был такой вариант? Потому что Уилл сам говорил, что Арно скорее хочет искупить свои грехи, а не создавать новые. Даже если... Я думаю, что Арно, даже если бы это грозило всему человечеству, я думаю, что он все равно попытался бы спасти этих людей, эвакуировать их, чем убивать, чтобы даже если это долгосрочная перспектива. То есть я не думаю, что он выбрал бы такой вариант. Здесь мы с вами закончим. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Прошу вас, как всегда, поддержать мой канал на ютубе, на Яндекс.Дзене. Лайки, комментарии, конечно, приветствуются. Это довольно-таки приятно. Подписка тоже приятно. Хочу сказать, что всем учащимся я желаю хороших оценок за все, что идет по учебной программе. Также всем, кто получает стипендию, вам большой хорошей стипендии. И я своевременное получение. Также хочу я добавить, извините, я тут вспоминает мне просто кто-то. Также хочу добавить, что желаю вам время на друзей, время на семью, время на любимых, дорогих людей, время для себя, а также крепкой, здоровой, хорошей семьи, верных, хороших друзей, крепкой, здоровой, прекрасной, верной любви.
удачи вам всем. Хороших дней побольше, чем плохих. Плохих дней поменьше, чем хороших. Вот вообще мало, чтобы провести эти зимние зимки, пока еще есть возможность. И всем крепкого здоровья. Всем пока, мои дорогие друзья.